Ну что, алоха, друзья, гамарджоба. Это снова я, снова грузин на Марсе, но теперь в Тбилиси. Наконец-то грузин приехал в Грузию. Сегодня я решил вам запилить видео по поводу минусов вот этого прекрасного автомобиля и в целом минусов на трассе этого автомобиля, минусов эксплуатации в летний период и в целом минусов приезда в Грузию на автомобиле. Стоит оно, не стоит. Сейчас по порядку вам все разложу и в конце как бы под итог скажу. Конечно, есть плюсы, естественно, есть плюсы, но плюсы, я думаю, все понимают, да, вот. А вот минусы не все понимают. Друзья, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Очень много просмотров и очень мало подписчиков. Это говорит о том, что вы просто смотрите, но не хотите, чтобы, когда выходит новый ролик, увидеть первым его. Давайте смотреть. На тему локации, где я снимаю. Это Тбилисское море, Тбилисское водохранилище. Место очень знаковое для всех тбилисцев. Когда в Тбилиси жара, поверьте, сейчас тут грязно, но потом здесь все чисто, все вычищено. Здесь тьма людей и машин. Отдыхают, жарят мясо и купаются. Тбилисское водохранилище на весь Тбилиси. Ну, то есть, как бы тут с каждого участка практически Тбилиси можно попасть на Тбилисское водохранилище. Я вам обещал конкурс. Будет конкурс. Конкурс будет... 3 человека победят. Привезу 3 подарка из Грузии. Сразу скажу, что это будет не вино. По опыту прошлых отправок, я думаю, что вряд ли у меня получится вино отправить по стране кому-то. Это будут приятные сувениры из Грузии. Какие сувениры? Я вставлю в видео. Смотрите. Итак, чтобы принять участие в конкурсе, что нужно для этого? Подписаться на мой YouTube канал, написать комментарий обязательно. Подписаться на мой телеграм-канал. Я не буду говорить про остальные соцсети, я особо ими не пользуюсь. Они мои личные, Инстаграм и Фейсбук, запрещенные у нас в РФ. Я даже, если честно, не сильно ими пользуюсь. У меня есть и Яндекс.Дзен, и ВКонтакте. У меня нет столько времени этим заниматься. Теперь по поводу подарков. Вот такой будет ежедневник. Очень крутой ежедневник. С родины царица-мать, это мать-защитница Грузии. Будет вот такая кружка крутая в подарок. Это термокружка для питья кофе, когда вы едете на работу. Вот. Я говорил, что подарков будет 3. Действительно будет 3. Третья будет бутылка вина грузинского, красного полусладкого, или красно-сухое, красное-сухое, вру. Но, к сожалению, оно будет только для тех, кто сможет сам приехать и забрать, либо живет в Москве. Потому что отправить в транспортной компании, по-моему, алкоголь нельзя. К сожалению, так. Вот вам условия конкурса и какие подарки. Поехали дальше. С конкурсом разобрались. Теперь по поводу обслуживания Лады в Грузии. Можно обслужить, если есть официальный дилер. Если вам, к примеру, нужно обслуживаться у официального дилера. Не знаю, на какой хрен это нужно в Ладе, но тем не менее он есть. Номинально он есть, он находится в Дедидыгуми, такой район есть. Если кому-то нужно будет, вы можете написать мне в телеграм-канал, я вам скину адрес. Я туда приехал, честно, хотел запилить, есть ли там машины Лады, сколько они стоят. Но у них нет машин, они продают UNIV, какие-то китайские тачки, и нет ни запчастей, ничего. Они говорят, что типа санкции, и у нас сейчас пока машин нет. Так, ну что, поехали смотреть. Я приношу свои извинения за то, что автомобиль грязный. Один из минусов в Тбилиси, где бы ты его ни оставил, или птички насрут, или, не знаю, за 2 недели я 6 раз уже машину мыл. Поехали спереда. Оптика. Очень слабое место у Лады. Раньше в видео я говорил о том, что ближний свет плохой. Но ближний свет не так плох, но вот дальний еще хуже, чем ближний. Почему? Потому что когда включается дальний, почему-то отключаются, или я не знаю, как-то меньше света дают они. Получается, что ты видишь далеко впереди, а близко непонятно, что ты видишь. Вообще, ни хрена практически не видно. Я постараюсь вставить это, если будет дорога ночью, я постараюсь вставить это в ролик. Так, дальше, что еще интересного из передней части? Что у вас, какой вот минус для меня, он был в дороге нереальный. Здесь явно нужна мухобойка. Почему? Потому что аэродинамика у автомобиля такая, что
ну, то есть все говно летит в лобовое стекло, все. Мухи, комары, грязь, все летит. То есть, ну, явно нужна мухобойка для того, чтобы это, ну, реально было меньше. Был участок, когда я ехал дождливый, да, там в дождь, и когда у вас все грязное стекло в этих убитых мухах вами и так далее, практически дворники еле-еле справляются, чистят так, чтобы вам было видно дорогу. Так, про свет мы поговорили. По поводу поплавка радио. Ну, радио по трассе не ловит. Играет только флешка. Ну, может быть, конечно, это проблема моей магнитолы, но в целом как-то так. Больше спереди вопросов нет. Идем к сидению, самому интересному и самому, наверное, важному. Вот это сиденье, вот это, оно у вас через 300 километров просто задолбает. Не хочу материться на канале, не хочу. Но других слов не подобрать. Оно вас просто замучает. Каждые 300 километров приходится останавливаться, потому что 1/5 точка становится квадратной. Сидеть уже невозможно просто в ней. Спина и 5 точка – это просто смерть. Вот, но сидеть реально невозможно. Я не знаю, как можно было сделать такие неудобные сиденья, да, там, то ли я слишком толстый, не знаю, может быть и так, но просто сидеть невозможно. И вот, если будете ехать на дальняк, каждые 300 километров будете останавливаться, потому что просто тупо устали, сидеть невозможно. Просто болит все, нужно походить, немножко размять свою 5 точку. Когда у тебя автомобиль без кондиционера, у тебя его просто нет. Когда на улице 26 градусов, 28, обратите внимание. И, в принципе, когда ты проезжаешь уже Воронеж, заезжаешь в сторону юга нашего российского, ну, тем более в Грузии, очень жарко становится. Ты едешь с открытыми окнами, ну, потому что у тебя нет кондиционера, хоть как-то, чтобы что-то дуло. И вот эта хрень, вот, я не знаю, как, когда я снимал минусы, как я мог не заметить вот этого? Ну как, вот просто не хочу материться. Ну почему в 24-м, году нельзя сделать, чтобы оно полностью опускалось? Вы не представляете, вот вначале ты не обращаешь на это внимания, ездишь так, ну потом какой-то момент вот так, потом вот так сидишь, вот так. Но каждый раз, когда ты забываешь и касаешься, думаешь, да ну почему нельзя было сделать, чтобы оно опускалось до конца? Что, сука, в этом сложного, да, вот, ну как так, вот эта хрень, она просто, тут, вот, в принципе, вся Лада Гранта построена так, что в целом ничего, все хорошо, ездить можно, но каждая маленькая деталь вас будет доводить до состояния, когда ты устал, когда там большое количество времени за рулем, думаешь, ну почему, этот гнев будет копиться. То же самое, на самом деле, и задние стекла, да? Ну, я про весла ничего не говорю, я понимаю, да? Вот, конец. Больше не открыть. Я реально, привет АвтоВАЗу. Есть такой блогер Асата Channel. Вот, Асата Марат Борода, мой кумир. Я иногда, ну, реально его не поддерживал в силу того, что он, постоянно ругает. Ну, ребят, ну, это же не нанотехнологии, да? Просто сделать так, я не знаю, если... Дорогие мои, те, кто смотрит, у кого есть гранты, как вы победили вот эту хрень? Может, можно как-то победить, другие стекла поставить или что, чтобы оно опускалось до конца? Потому что в летний период без кондера это смерть. Это просто тупо смерть. А на дальняк, когда едешь, тем более. Соответственно, что происходит? Когда у вас постоянно открыты окна, когда у вас есть кондиционер, то у вас нет, кондиционера, все у вас в пыли. Пыль, везде пыль. Хочешь ты, не хочешь, у тебя будет везде пыль. Еще из таких громадных минусов. Пойдемте на пассажирское сиденье. Вы проехали определенное количество километров, да, там, допустим, в моем случае я проехал 1150 или 1100, наверное. Все, я понял дальше, что у меня сил нет больше рулить, и надо остановиться поспать. Обычно, когда я это делал, я спал в машине. Ну, дешево, сердито, поспал пару часов для того, чтобы 3 дня не добираться до дома. И поехал обратно. Ну, не обратно, в смысле, а поехал дальше. Ну, как я не пытался устроиться, хотя бы более-менее намек на удобно, ни хрена не получается. Ни хрена. Этот автомобиль не создан для того, чтобы в нем можно было поспать. Большой багажник, да, плюсы есть. Ну, вы представьте себе, вы едете на юг,
едете, там, не знаю, домой, как я в Грузию, понятно, что у вас будет битком набит багажник всего и вся, своей одежды, подарки и так далее. Естественно, ты багажник не разложишь. Остается 2 сидения передних. За рулем поспать, ну, практически невозможно, мешает руль. Сейчас я вам попытаюсь показать, разложить это долбанное сиденье. Неудобное от слова совсем. Ну, крутилка это вообще, конечно, просто жесткая беда этого автомобиля. Вы разложили сиденье. Обратите внимание на ноги мои. То есть нормально устроиться в машине, вот, ну, при 1,85 м, вот, ноги все равно у меня вот, ну, то есть вытянуть их невозможно. Все равно они у меня согнуты. Даже, ну, чуть-чуть вот я нащупал в левой стороне можно, а вот правая нет. Все, правая стоит. То есть туда куда-то ногу вторую не засунешь. Не знаю, как вам передать вот это. Вот ты лег. Ну, наверное, можно уснуть в таком положении. Если вы 3 дня не спали, ну все, вот вы в таком состоянии, что, ну, конец, вот просто закрываются глаза. Тогда, может быть, и можно уснуть. Но гарантия того, что вы проснетесь, и вы будете хотя бы бодры сил, чтобы поехать дальше, zero. Этот автомобиль не придуман, не предназначен для того, чтобы... Ну, то есть настолько неудобные сиденья, настолько они криво-косо раскладываются, что вас поспать на пассажирском сидении будет невозможно. Ну, нет ничего невозможного. Конечно, при желании все возможно. Но комфорта минимального хотя бы какого-либо нет. Его не будет. Прежде чем ехать в Грузию на машине, если вы до этого не ездили большие расстояния за рулем, хорошо подумайте. Если у вас Лада, к примеру, недавно, Лада Гранта. Почему хорошо подумайте? Это чудо автомобилестроения, которое в целом безотказно, как автомат Калашникова, работает и так далее. На трассе это автомобиль для города, он не для трассы. Для города это значит, что какие-то короткие расстояния, вы не так будете уставать, да, там не нужны такие там скорости и так далее. На трассе запаса хода у нее прям, ну, совсем чуть-чуть. Что я имею в виду? Ну, во-первых, 130 и вас сдувает ветром. При том, что у меня был полный багажник всякого, там, я вез домой в Грузию. А если пустая жопа, тем более его будет бросать. Колею он боится, больших скоростей его сдувает ветром. В прямом смысле слова. Вы едете, особенно сильно я заметил по Ставропольскому краю, где дует боковой ветер, ее просто сносит. 110 ее скорость, крейсерская, включил круиз-контроль, едешь. Дальше. По поводу расхода топлива. С расходом, кстати, на самом деле здесь все хорошо. 6,5-7 у меня вот максимум кушал по трассе. При том, что, ну, были моменты, где я топил. Но еще один из минус, который больше всего меня злил. А злило меня следующее. Еще такой момент, который меня прям бесил. Заправился ты. И маленький бак. 40 литров. 45, по-моему, литров в бак у нее. Ну, заходит обычно 35 литров, 40. Ты проезжаешь 300 километров, 400, там, ну, 300 я проезжал, потому что я уставал за рулем, я вам уже сказал, да, там сидеть невозможно было. Но маленький бак, вот 60 литров и 65 литров, к примеру, у автомобиля, и 45 литров реально сильно ощутимее. Ты как бы заправился, настроился, едешь и едешь. А тут ты постоянно следишь за бензином, чтобы заехать на заправку. Потому что есть участки, где нет заправок, да, там, и нужно заправиться заранее. То есть частые остановки тоже это, минус для автомобиля, если ты едешь на дальняк. Я не буду говорить о том, что, естественно, если ехать вдвоем, троем в этом автомобиле, вообще, наверное, сдохнешь к черту, потому что сзади вообще сидеть невозможно. Да, я ехал один, было очень скучно, ну, вдвоем еще более-менее. Ну, хотя автомобиль узкий, да, 2 здоровяка не вариант. Теперь, посмотрите, какая шикарная погода в Тбилиси. 28 градусов, 29 мая. Я видео вам записываю, потому что я скоро уезжаю, уже обратно возвращаться, скоро на работу выходить и так далее. Где обслужить, сколько, давайте начнем с того, сколько денег вышла дорога. Дорога вышла мне в 16 тысяч рублей. Что вышло в эти 16 тысяч рублей?
бензин, 2500 рублей гостиница и 4 с чем-то платная дорога. Реально очень дорогая платная дорога. Притом, я ехал один. Естественно, если вы едете с семьей, выгодно ехать на машине. А так, на самом деле, самолетом стоит дешевле. За те же деньги можно полететь самолетом, не мучаясь 3 часа, и вы здесь. Помимо этого, я не посчитал расходы на страховку 30 лари, на штрафы, которые здесь тоже можно поймать, потому что здесь превышение на 10 разрешено, а не на 20, как у нас. Здесь нужно постоянно ездить пристегнутым. Не дай бог выбросили окурок, за вами, если едет полиция, 200 лари штраф. То есть, это полицейское государство, нужно понимать, что штрафы здесь есть за все. Парковка. 50 лари штраф, если вы не припарковались, вернее, не оплатили парковку. Для того, чтобы оплатить парковку, нужно иметь приложение. Мне, к сожалению, не повезло. Я попал в Тбилиси в такой период. Тут родственник у меня умер, плюс вот эта вся история с протестами. Немного стрёмно. И я не решился поехать в Батуми, в другие города. У меня были планы поехать в Тель-Авив, в Батуми, показать вам, что, в принципе, можно спокойно на Ладе путешествовать. Да? На Ладе Гранте путешествовать. Это же кайф. Это самый бюджетный автомобиль в нашей стране, в России, я имею в виду. Если у вас такой автомобиль, почему бы себя отказывать в путешествии? Если вам чужды все минусы, которые я рассказал, да, про управление на дороге, на трассе этого автомобиля, то в целом смело можно сесть и ехать. Если рассказать немного из прикольного, конечно, внимание вам обеспечено. Все вокруг будут смотреть на вас, особенно не в туристических местах, обычных в районах, да, в профилактике обычно, сервис, так вот называют, профилактика. Будут смотреть на Ладу и удивляться, ни хрена себе, что за машина. Потом, когда ее поднимут, ты увидишь, что там все от девятки стоит, будут говорить, это та же самая машина. На тему бензина в Грузии. Бензин в Грузии стоит дороже. Он реально стоит дороже, чем в России. Все говорят, заправляйся перед последней заправкой Лукойл, перед въездом в Грузию. Да, он стоит дороже, и мне по ощущениям кажется, что он реально хуже, чем у нас в России. Не знаю почему, но машина прям, немного хуже едет. Бензин стоит 100 рублей, 95-й. Даже это не 95-й, а 95-й плюс. Он стоит ориентировочно 100 рублей, если не заморачиваться. Но с учетом того, что здесь расстояние меньше, ты и тратишь меньше на расход. Поэтому по деньгам получается плюс-минус то же самое. По поводу парковки автомобиля. Возле дома, где-то на окраинах или в центре, у кого есть своя парковка, в принципе, спокойно можно парковать и ни о чем не бояться, никто машину не тронет, точно и не оштрафует. По поводу того, что автомобиль маленький, юркий по городу. Да, юркий, согласен. Но, главный минус, конечно, и ошибка моя была, то, что я не купил автомобиль с кондиционером. Не знаю, я постарался быть объективным, рассказать сугубо свое личное мнение по поводу поездки на автомобиле Лада Гранта из Москвы в Грузию и путешествовать по Грузии на машине. В целом можно, но если вам эти минусы, вам пофигу, вы весите 70 килограмм, у вас не будет болеть пятая точка, вас не беспокоит расход топлива, то есть размер бака, вас не беспокоит кондиционер, вы его вообще не включаете, потому что постоянно болеете от него, то смело можно на тачке, если вообще, в принципе, ездите 110, тачка, я повторюсь, автомобиль не для магистрали, потому что у него его сдувает ветром, второе, у него нет запаса хода, то есть со 120, чтобы разогнаться, пойти на обгон до 140, до 150, надо дать ей под задницу, либо на третью, либо на четвертую переключиться, взять дистанцию, чтобы, отъехать немножко, взять дистанцию, разогнаться и пойти на обгон. И это, скажу вам честно, для водителя 20-летним стажем, такое дело непростое и стрёмное. А так, в целом, в остальном, почему нет? Можно ездить. Электроусилитель. Кстати, меня уже один раз отказывал в Тбилиси электроусилитель с АБС. Снова я отключал клемма, и эта история прошла. Не знаю, надеюсь, не будет больше никаких ошибок, по автомобилю. Вот. С вами был канал Грузин на Марсе. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Я, честно говоря, часто думаю, может мне в соцсети свои оставлять мне, если честно, лень пока это вести. Посмотрим, что будет. По-прежнему также мы можем для вас привезти бэушный, автомобиль, если вам нужно.
либо рассказать про Ладу Гранту. Что я буду с ней делать, не знаю пока. Ну, пока надо доехать до Москвы. Не болейте, друзья, мира нам всем. Чао.